Смотрите, выносят постепенно все стулья, столы, кровати, шезлонги. Шум везде, все моют, чистят. Все готовят к сезону, скоро лето. Боже, как я этому рада. Смотрите, все повыносили, красят, террасы делают, пылесосят, моют. Будет у нас в городе красота, нам бы еще мира и спокойствия. И мы бы были очень счастливыми людьми. Но, к сожалению, есть вторая сторона жизни в Одессе. И это дом, который недавно пострадал от атаки дронов на город. Посмотрите, нет практически ни одного окна. Здесь запах гари. Люди разбирают завалы и действительно мурашки по коже. Здесь совсем недавно жили люди. Просто, можно сказать, таки уничтожен дом. Он, наверное, ну не наверное, а точно, совсем аварийный теперь. Уже мебель, люстра висит. Люди остались просто абсолютно без всего. Машина рядом. Уже такой запах гари. Хочется побыстрее отсюда уйти. Слышите? Я прохожу, а везде слышно, как люди собирают стекла. Смотрите. Сегодня 21 марта 2026 года, и всем привет из такой разной Одессы. С начала видео вы увидели, как вроде бы у нас жизнь продолжается, вроде все спокойно, тихо. Все готовятся к лету, готовятся к туристическому сезону, а с другой стороны мы живем в страшнейшее для нашего города время. Я приехала в центр и, честно, не могу передать свои эмоции, когда я вижу разрушенные дома людей. Сложно представить, что пережили эти люди, которые живут рядом, потому что это действительно трагедия. И каждый раз все чаще я гуляю по улицам города, и все больше разрушений. Большому сожалению, я вижу. Кстати, прохожу дом Бабеля, и там рядом есть ресторан Бабель. А вот и загорается нам зеленый. Кстати, электроэнергия сегодня в центре есть не везде, но светофоры работают. Так, а вот Бабель Гарденс. Вы даже не представляете, как нам повезло. Новый замок не ломаем и не тыкаем туда всякое. Вот это детское предупреждение. Двор в дом Бабеля открыт. И мне очень захотелось сюда зайти. Вау, класс, как здесь разрисовано все. Чисто по-одесски. Боже, я никогда сюда не заходила. Я хочу вам сказать, здесь всегда было закрыто. Посмотрите, какая прелесть. Вот так бы, чтобы все дворы разрисовали. Вот Одесса преобразилась бы просто еще 100 раз больше. Смотрите, почта. Ну, здесь дети нарисованы, а здесь Моня живет. Супер. Вот замечательно, что есть такие творческие люди, которые могут создавать такую красоту. Боже, я в полном восторге. Как это мы с вами еще сюда раньше не попали? Я что-то совсем забыла за этот дом. Посмотрите, карта Одессы нарисована. А вот что еще очень привлекает внимание. Посмотрите на эти рисунки. Как будто там действительно кипит жизнь, и как будто ты попал в прошлый век. Всегда говорю, как хочется, чтобы все сохранилось целым и невредимым. Ой, у кого-то здесь, по-моему, очень хорошее чувство юмора автомобиля. А на ньому, посмотрите, реклама. Вигідні пропозиції купуй зараз. И вот такая вот машинка. Повезло же людям жить в таком дворе. Умнички стараются, чисто, красиво, ухоженно. Обожаю показывать такие замечательные места нашего города. Так, пропала кошка, покажу. Может, вы живете в Одессе и где-то ее увидите. Самое интересное, что кошка на имя Мышка. Кошка, которую зовут Мышка.
Очень, конечно, это немножко даже смешно. Номер телефона здесь 098 245 75 39. Если найдете, обязательно звоните, потому что питомцы это полноценные члены семьи. Сейчас зайду, покажу вам. Может, вы будете в Одессе и захотите посетить это место. Это известный ресторан в Одессе, в принципе, поэтому многие его знают. Здесь стояло меню, но что-то сегодня не вынесли. Боже, какая прелесть! И кто же у нас здесь отдыхает? Прекрасный черный кот. Такой ошейничек, что если потеряется, то что вы нашли? Здравствуйте! Красавчик! Да, звезда будет известна. Здравствуйте. Чтобы вы понимали, это кот Кузя. Я думала, это кот из этого ресторана. А оказывается, он живет в соседнем доме и приходит сюда поспать и поесть. Вот так вот хорошо устроился. Первый признак того, что скоро Пасха. И смотрите, какие здесь котики разных цветов. Желтый, серенький и вот такие розовенькие. 30 гривен одна веточка. Наш город такой красивый и, не побоюсь этого слова, уникальный. И вы знаете, страшно представить, что может с ним случиться. Потому что сейчас, чем чаще я приезжаю в центр города, чем чаще я гуляю по улицам, тем чаще я вижу какие-то разрушения. Тем чаще я вижу снова эту фанеру, которая портит внешний вид зданий. Не зря говорят, что Одесса – это город, в котором хочется гулять с высоко поднятой головой. И вообще если идти и обращать внимание на таблички, которые висят на зданиях, то практически каждый дом – это памятник архитектуры, понимаете, настолько много ценностей в нашем замечательном городе. Одесса необычный город, о нем знают практически во всем мире. Когда мы уехали из начала войны жить в Польшу, то когда ты говорил, что ты из Одессы, практически все знали, что это за город. И я в свое время немного путешествовала, и всегда, когда ты говоришь, у тебя спрашивают, откуда ты? Ты говоришь, из Одессы. Большинство людей знало о существовании нашего города. А некоторые даже в нем неоднократно были. Знаете, я очень люблю Одессу, и мне искренне хотелось бы, чтобы она с каждым годом становилась все лучше и лучше, чтобы наши поколения смогли сохранить как можно больше всего интересного для других поколений. Но видите, что сейчас происходит, и вместо того, чтобы создавать, многое разрушается. Как-то так происходит в этом мире, что есть созидатели, а есть, к сожалению, разрушители. И скажу вам честно, лично у меня 4 года назад, и уже даже больше, 4,5 года назад, даже в голове не укладывалось, что по улицам, по которым я хожу, по улицам, на которых я выросла, могут прилетать какие-то дроны и ракеты. И до сих пор, знаете, мне кажется, что это какой-то страшный сон. Но, к сожалению, это сейчас наша реальность. Каждую весну прохожу возле этой двери, и здесь вешают такой замечательный зонт. Это дверь отеля, ну, согласитесь, очень-очень красиво. И вот как можно не любить Одессу? Увидела руины, так испортилось настроение, стало грустно, но потом, заглянув за угол, я нашла для себя что-то прекрасное, удивительное, что-то очень интересное, то, что захотелось и вам показать. И поэтому я и говорю, как хочется, чтобы наш город был целым и невредимым, чтобы не было разрушений, и чтобы вот эта вся одесская самобытность, чтобы вот красота одесских улиц еще радовала не одно будущее поколение. У нас с утра испортилась погода, даже был небольшой дождик, в некоторых местах еще влажный асфальт. Вышло солнышко, и все повыходили на улицу. Ой, какая красивая собака. Видно сразу, что порода. Все вокруг готовятся не только к сезону, вообще город готовится к весне. Уже скоро обещают запустить около 17 городских фонтанов. Везде
все как это перекапывают, насаживают везде цветы. В этом году из-за того, что достаточно холодный март, еще мы не видим, что распускаются листики, расцветают какие-то цветы, пока природа еще немножко спит, но только потихонечку начинает просыпаться. Облагораживают город, высадили осенью очень много тюльпанов, трассу здоровья засаживают новыми деревьями. Пришла, кстати, что за последнюю неделю в Одессе еще высадили 40 новых деревьев. Так что потихоньку стремимся к лучшему. Зонты уже повыносили, представляете? Ой, я не могу нарадоваться, что наконец-то скоро лето. И конец этим всем холодам. И посмотрите, я нашла подснежники. Подснежники никто не трогает, запрещено это делать. Вот так сегодня живет Одесса, и так сегодня живут одесситы. Будем надеяться, что сегодня и в нашем городе, и в каждом городе Украины будет тихий день, тихая ночь. Все будет спокойно и без каких-либо обстрелов. И хочется пожелать всем крепкого здоровья. До встречи в следующем видео. Тримаймося. Все буде добре.